Ну зачем? Это же глина, она просто без шпателя отрывается. Ну что это такое? Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сегодня на обзоре Nissan Bluebird, глиняный Nissan Bluebird. Поехали. Так. Полностью из глины. Максимальная глина. Блин, это ж как? Это реально надо постараться так заглинить машину. Просто вся приборка в глине, все в глине. Нереальная какая-то история. Ну, мне кажется, на самом деле глину здесь просто убрать. Салон как будто вообще в идеальном состоянии. Хотя я точно не уверен. Вот здесь вот что-то интересное. Но вот там все в глине. Потолок разве что не в глине, и то тут шлепок есть. Поехали. Перематываем туда, где глины будет больше. Вообще все. А почему колеса не в глине? Я понял, ее слепили из глины. Так. Так, откидные сиденья, все четко. Палка не повредит машине, глина защитит. Давненько на канале не было а, тачки из глины. Кстати, можно, мне кажется, собрать тачку из глины и, ну, слепить на каркасе на каком-нибудь металлическом, и тоже будет охуенно. Так, подкачка колес, видимо, будет сейчас. Колеса сразу видно, езженные, все тут цело. Хотя, ну, колесики, конечно, подустали. Видно на них, на колесах видно, полопалась резина сама. Ну, уже все старая резина. Как бы в наших условиях мы бы такую не стали ставить. Ну, им норм. Им норм. Я думаю, норм. Так, что там у нас? Колесики накачиваются. А вот это хороший баллончик. Свеженький. А вот тот уже подуставший сильно. Так, покатили. Давайте я чуть перемотаю до того момента, как они ее заберут, наверное. Вот они ее привезли. Но тут лобового нету, удобно. Ветер обдувает. А, нет, это они ее только пакуют ее. Задняя дверь открыта, не беда. Идеальная будет реставрация. Мне кажется, под глиной краска сохранилась в идеальном состоянии. Мне кажется, она ее отмоет, и просто можно ее продавать просто смело. Так, все, отстегиваем тачку. Все, теперь ее, видимо, будут мыть. Потому что, ну, она была желтая, это такси. Ну, давайте ее уже мыть, что ли. Давайте хоть посмотрим на нее, как она выглядит. Блин, надеюсь, она не будет долбить глину. Потому что долбить глину — это моя тема. Ну, потом просто восстанавливать и сиденье придется, Ну, и на самом деле, мне кажется, ее просто смочить, и она просто отойдет.
Оп. Нифига там бескаркасные. Там двери бескаркасные, смотрите. Класс. Это кайфово, реально. Ну, все снимается вообще идеально. Там пару часов потратить. Отсоединить просто от сиденья. Ё-моё. А сиденья какие? Других не было. Вообще изи. Смотрите, какого слоя глины. Просто смотрите, какой слой. Это сантиметровый слой глины. Ну, тут есть, да, есть нюансы. А может быть, это просто грязь. Воу. Это не восстановление. Я понял. Это не восстановление тачки. Это ей делали маску. Глиняную маску просто делали. Наверняка это помогает для кожи, для краски. Подождите, одно сиденье от Kia, другое от Mitsubishi? Реально? А, да, Kia. Какие были, что ли? Mitsubishi. Угу. Подголовник где? Реально, у них типа там взаимозаменяемые они, что ли, получается? Ну, короче, издейшая реставрация, я так чувствую. Тут вообще сейчас маску снимут, кожа под маской восстановится, и все. Ну, как будто как у людей. Там были прыщики просто, наверное, и она восстановилась. Тихо, 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 что ты делаешь? Ну, не шпателем же это делать. Ну что, там кожа идеальная, смотрите, вообще. Они как будто только-только эту кожу натянули туда. Она даже не просаженное сиденье. Да надо вытащить сиденье, мне кажется, и тогда будет удобно. Типа просто тряхнул его, и оно отвалилось. Ну да. Стекол нет. Глина есть. Сколько килограммов глины она уберет оттуда? Ладно, давайте чуть побыстрее немножко промотаем. Она очень долго снимает глину. Она могла бы все 2 часа снимать глину. Ой, блин, как же страшно вот это вот выглядит. Ну тут же можно просто взять руками и сломать глину. Она буквально отваливается. Ну, А! Жестко. Подписывайтесь на канал, кто бы хотел, чтобы так реставрировали ему машину. Вот так вот прям шпателем просто по всему пластику. Вот так прям воздуховоды не повредятся. Там же маска из глины. Вот тут красиво намазано, прям четко. Ну вот, ну можно было без этого обойтись, ну ужас, просто ужас. А тут не засохло. О как. А как так? Никто не заметит. Все нормально. Тут еще не засохло, но... А, как же, как же она шкаблит по... Скоблит по пластику. Просто жесть. А чё так панель приборная разъехалась, как будто она не прикручена просто вовсе. Нос чешется, что набухаться, что ли, после такой реставрации. Ну-ка. А мне вот интересно, мы вообще что-нибудь увидим там, какую-нибудь движуху? Сиденье она будет? Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну за что? Почему нельзя это сделать пальцами просто? Она все равно это мыть будет. Она же его, машину эту не раскопала. Она могла бы просто все смыть просто. Глина размягчается вообще изи, мне кажется. Возможно, я не прав, поправьте меня, но вот так по пластику не делают. Это убийство просто. Ну,
Ну, так. Так. Так, она откручивает какие-то боковые болты, которые не крепят сиденье боковыми. Двумя. А, ничего себе, оно там интересным образом ставится. Блин, покажите мне крепление, хочу посмотреть. Да, там боковое какое-то крепление. Но оно, видимо, вставляется вот так вот назад, а потом прикручивается спереди вот здесь. А здесь внизу. Видимо, уже подгоняли как-то крепление, чтобы поставить сиденье, наверное. Весь пластик раздолбанный, здесь все зашкрябано. Я представляю сейчас, что будет, когда она помоет это все. Как же жалко. Кривые сиденья какие-то, жуть просто. Так, это у нас... А почему? Это ученическая машина, что ли? Да, это машина для обучения вождению. Тут педаль стоит дополнительная. Ладно, давайте чуть пропустим, потому что это ужас. Это буквально, ну, возьми ты, я не знаю, веник, совок, что-нибудь, не шпатель. Так, она что-то открутила? А, просто сняла, так. Тут все, вообще все откручено. Ну, может быть, оно так и должно. Нет, там вот не хватает саморезов, вот я отсюда вижу. А машина уже к разборке вот настолько подготовлена, что... Подожди, я правильно понял? Машина вот настолько подготовлена, что там ничего не надо откручивать. Вот эти болты, которые там должны были быть. Педаль мне очень нравится вот эта. Это машина для обучения вождению или для сдачи экзамена, скорее всего. Потому что, видимо, она, ну, наверное, полицейская какая-то была, может быть. Почему дверь желтая? Вот под глиной я вижу четкий желтый цвет. Там черная дверь. Ладно, ковролин-то она вытащит сегодня. Давай, давай, давай. Так, ковролинчик пошел. Ну нет, ну нет, ну за что, ну вот, ну зачем? Это же глина, она просто без шпателя отрывается. Ну что это такое? Это что? Зачем? Блин, мне прям она скоблит по этой краске. Жесть просто. Ну, как будто это можно было рукой просто вот так вот стряхнуть, и все, и оно все осыпалось бы. Там сухая глина, сухая. Остальное можно было просто полить водой и смыть, мне кажется. Ладно, давайте посмотрим, что получилось у нее по итогу. Она просто соскоблила. А, да там подготовленная машина, судя по... Ну, не фары же, ну что с- Ладно, она же не будет... Она будет фары. Вы представляете, да, какие царапины она должна оставить здесь? Где у меня... А, во, мышка. Это просто... Ну, зачем? Ну, фары были нормальными. Можно было их просто полить водой. Да.
Ну, тут машина подготовлена, она просто в глине. Так, здесь она желтая. Желтыми дверьми. А, видимо, какая-то полицейская машина, что ли. А что там было? А, понятно. Полицейская, походу, да, правда. Молоточком. Ну вот, даже это как будто бы жесть. Ну ладно, молотком вопросов нет, там чуть-чуть побить, но вот чтобы шпателем потом все это собрать, ну это перебор как будто бы. В принципе, с учетом того, что она знает, что там нет краски, и там, блин, я хочу посмотреть, как она ее помоет. Долго она будет долбить-то ее? Да, 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 да. В борту было написано «Транзито». Колесо спустило, но это не проблема. Так, то есть вот так вот можно было бы сделать прям в самом начале, и мне кажется, у нее бы все получилось без шпателя. Давай, 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 пали, 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 пали. Я обалдею, если ни царапинки не будет ни на фарах, ни на капоте, где она там, на багажнике, где она снимала этот ни на пластике не будет. Какая у них хорошая химия, слишком хорошая. Ну и какой смысл тогда был в шпателе? То есть она нормально покрашена, мне показалось. Нет, не нормально покрашена. Вот здесь вот шпаклевка торчит. Ну, как будто пофигу, если честно. Но тут целая она. Смотрите, как глина отходит. Это вообще изи. Короче, я понял, в шпателе не было смысла. Может быть, это после маски на краску, когда маску наносишь на глиняную маску, наносишь на краску. Вот. Ее нужно снимать шпателем, чтобы потом при смывании водой у тебя цвет кайфовый играл, короче. Вот разве что для этого можно было, а, я не знаю, но это сейчас там все зацарапано, должно быть прям ужас как. Так, там что-то он вытекает из машины, грязь какая-то, ладно. И здесь все нормально, но тут тоже ни одной царапинки, нигде. Она скоблила там все вот это вот сделала. Блин, я не представляю, как так можно аккуратно сделать. Заднее стекло она не скоблила, потому что она его, видимо, снимать не будет. Ну и вот, пожалуйста, вот она здесь ничего не делала на заднем стекле, видно прям сразу. И глина нормально отходит. Зачем было долбить ее молотком? Не знаю, для эффекта какого-то. Ну, вон, все нормально. Она размазывает эту грязь еще вот так вот специально снизу вверх. Ну, можно было не снизу вверх, наверное, это сделать просто и все. Нету ни малейшей царапины. Вообще ни одной. Нет, есть. Есть все-таки вот здесь вот есть царапина. Вот здесь вот маленькая царапинка, вот тут вот. Или это, блин, отражение просто. Да не, она не могла так аккуратно. Да нет, там есть, есть. Просто зачем тогда, вот, ну, как бы эту часть машины можно было вообще не красить.
Она в, ну, таком неплохом состоянии, там чуть-чуть, ну, как бы это реставрация в сложных условиях должна была быть, но тут как будто условия чисто маску на машину положили, чтобы краска лучше играла, и все. Диски хорошие, смотрите, какие прям. А это что с... А что с окном? Что тут не так, короче, вот в этой вот всей истории, потому что тут, видимо, какая-то накладка должна быть, на которую нажимает стекло, резинка. Может быть, там сейчас все будет иначе. Сейчас тут криво как-то и окна, стекла криво поставлены. Не знаю, может, стекла криво вставлены просто. Ну, там, кстати, химия, интересно, пластик не разъедает такая вот. Ну, все идеально, вон, все. Напоминаю, шпателем, молотком резиновым. Ладно, резиновым молотком она особо проблем не сделает обычно. Но шпателем металлическим, как бы, она все расцарапать должна была. Ничего не царапано. Как будто она ничего не делала. Как будто они шпателем другую машину фигачили, а потом сюда пришли и начали смывать глину. Так, в воздуховодах глина. Она внутрь, интересно, туда проникла или нет? Мне почему-то показалось, что под глиной машина такая подготовленная к покраске. Она в целом, ну, нормально выглядит. Фары ни разу не царапаны. Там она скоблила прям вот так вот. Вот так вот делала. Бампер такой уже поюзанный сильно жизнью. Так, дверь бескаркасная. Прикольно. Интересно, интересно выглядит. Во. Вот для чего глина нужна. Видимо, машину заглинили. Получается, на нее нанесли глину полностью, чтобы освежить салон, освежить краску. А, Маска сработала, маска высохла, вытянула все негативные, там, всякую грязь негативную и так далее, потому что, ну, как бы, с учетом, я так думаю, что машина там, я не знаю, ей лет 15-20 точно, ну, такая должна быть подизношенная ткань тут и так далее, а тут все чики, ну, хотя нет, вот там что-то вываливается даже. Так, и тут тоже бескаркасная, то есть здесь должен быть корпус где-то вот на стойке. Эту ткань просто нанесли, сверху повесили, просто может быть, приклеивали ее, наверное. Да, ее, наверное, приклеили сюда. Так. Вот сразу нельзя было вот просто взять и водой налить туда, ну, водой бахнуть. Ну, честно, мне кажется, что надо вот сначала было аккумулятор отсоединить, наверное, ну, чтобы вот это вот все не замкнуло в воде. Вот. Потом разобрать приборную панель, все вот это разобрать и, ну, здесь просто покрытие такое специальное, чтобы не гнило, короче. Ну, давайте, я, в принципе, посмотрел, как моется машина, вообще кайф. Но нам нужно что-то эффектное. Да, ну, а, ну ладно. Ну, вот здесь же глина осталась, нет? Вот же глина. Пойдет. Дверь закрылась, все нормально. Значит, все нормально.
Ну, ткань, справедливости ради, вот здесь вот приклеена, хотел сказать хорошо, но здесь хуёво приклеена ткань. Максимально плохо. Ну, она так, внешний вид нормально, в принципе, пойдет. Откроем капот. А под капотом нас ждет глина! Нет, не глина. Тут просто, ну да, тут тоже глина. Ладно, она сейчас будет мыть эту глину. И я что-то... А где реставрация? Что это такое вообще? Это реставрация или что это такое? Нет, вроде. Ладно, давайте посмотрим, что она сделает. Моторчик прям хороший, ниссановский. Прям симпатичный. Так. Да-да-да, я понял, там сиденье еще помоют. И все, она просто помоет сиденье и поедет кататься или что? Ну, наверняка она же с какой-то целью там на заднем дворе-то замерзла. Давайте смотрим. Чуть-чуть побыстрее надо промотать, чтобы уже помыто были сиденья. О, пластик. Блин, это клининг какой-то. Ну, есть изъянчик небольшой, но как бы на скорость не влияющий, по идее, можно кататься на таких сиденьях. Ну, пластырь сюда вот приклеил, чтобы он не отклеивался, не задирался, и все. Так, что у нас тут? Мгм, мгм, мгм. Так, так, хорошо. Ну, тут поезженная кожа или подожженная, непонятно. Ну, почти идеальное сиденье. Ну, водительская как будто лучше, чем пассажирская выглядит. Да блин, когда она закончит? Все, она должна закончить. Нет, что-то еще. Все, ладно. Я перемотаю, я не могу больше смотреть. Мне страшно подумать, что бы могло быть с моей машиной, если бы я шпателем начал оттуда глину отрывать. Ну, царапать по... А, ну вот она царапала, царапала. Ну, пленка, ладно. Ну, тут по лайту в целом фигня. Ну, как будто она нанесла ей больше урона, чем у нее было. Вот так вот. Так, нанесен урон машине. Открываем капот, достаем шуруповерт и начинаем откручивать капот. Мгм. У них особая технология, мне очень нравится. О, отвалилась. Ну ладно. Шуруповерт почти упал. Так, отсоединяются шланги, откручивается вентилятор, воздушный фильтр и топливная магистраль. Там интересный шланг. Прям интересный. Так, генератор отсоединяется. Так, это на коробку идет управление. Механизм выбора передач, судя по всему. От рычага вот это переключение скоростей. Тут механизм на коробке, вот этот трос идет в салон и переключаешь скорости. Вот ты рычаг на себя дергаешь, там тросик натягивается и двигает рычаг, который на коробке стоит. Так, поднимаем тачку, ставим
Упоры. Один? Один упор. Так. Мне почему-то кажется, что продолжение вообще в следующей серии. Да, но мойка была беспощадная со шпателем. Это жесть. Я таких еще не видел. Так, ну она, да, потратила кучу часов, чтобы поставить машину. Так, отсоединяет колодки, суппорт, откручивает суппорт и направляющий суппорта выбивает. Так, так. Что тут у нас? Колодки. Колодки есть. Отлично. Так. Угу. Рулевую тягу откручивает. Ну, в целом она и не пришкваренная была. Так. Отсоединяет амортизатор от кулака. Все откручивается. Идеально. Ну, выбивается нормально. Все. Так, она, видимо, заднеприводная, судя по тому, что здесь нет привода. Ну да. Так, разъединяется. Отсоединяются стойки амортизационные от кулака. Нет, там привод торчит. Все есть, там привод есть. Она все-таки переднеприводная. Ну, Nissan, по-моему... Ну, а зачем Nissan полный... Ну, есть только полный привод. Так, так, открутилась гаечка. Тут вообще легко. Мгм. Так, отлично открутилась гаечка. Отсоединила глушитель. И мы готовы. Мы готовы к снятию мотора. Блин, неужели мотор будет в следующем видео? Так. Самое вкусное напоследок. Подушка рваная. Ну, как она не рваная, но надорванная, так скажем. Полопалась резина уже от времени. Но она, кстати, не должна быть такой живенькой-то. Она вообще какая-то жиденькая. Так, двигатель. Отлично, вылез. Вылез двигатель идеально. Ни одной царапины. Хотя нет, вроде царапины есть. Нет, царапины есть, вот они. Но я так думаю, что машину под покраску, скорее всего. Трипоиды остались внутри в коробке. Подвесной он висит. Так. Ну, давайте сразу, чтобы не тянуть.
А, вот она как раз отклеивается пленка. Ну, под пленкой там царапки, ничего страшного. Шпатлевка под краской. Какими там кусочками. Так. То есть тут просто как краска отвалилась, а так-то она живенькая была. Так. Ну, она просто подровняет, видимо. Поворотник не будет убирать, хоть это и 2 секунды занимает. Ну, его просто поддеть надо, или с той стороны просто такая штука, защелка, ее нажать надо и вытащить. Ну, зачем нам это делать, когда можно просто вокруг нее пошлифовать и потом просто все покрасить вместе с поворотником? Задний бампер на 2 саморезах уже отсюда вижу. Ну ладно, это не проблема. Это на ездовые качества не влияет, и у многих сейчас такая тема модная. Либо зашивают бампера, либо на саморезы просто, ну, по приколу даже ставят. Хотя саморезы я не видел, только зашивают. Так, все подготовлено. Так, немножко шпаклевки добавится сейчас. Добавляет обратно шпаклевку. Обязательно. Ну, выровнять, чтобы а, ровная поверхность была. Так, так. И вот это вот зачем? Вот, ну, вот это для чего? Ну, возьми ты, сними. Ну, пожалуйста. Хочешь, я приеду, сниму? Вот сейчас вот просто выезжаю, чтобы просто ей снять поворотник. Ну, так же проще. Реально. Он мешает. Он реально мешает. Он посередине этой лужи из и так шпаклевки. Почему нельзя вот этот поворотник снять, вот этот? Это занимает 2 секунды. Туда под крыло залез, чпокай его туда и сюда внутрь вытащил. Отсоединил штекер с лампочкой, оставил внутри. Там вот это вот заизолировал, ну, чтобы не попало ничего туда, шпаклевка. Ну, вот это зачем? Вот это, ну, за что это? Чтобы потом это убирать потом, ну, не знаю, как будто килограмм шпаклевки только он на поворотнике. Ну, вместе с поворотником. Она сейчас его зашпаклюет просто и все, и потом покрасит. Он мешается и так, наверное. Хотя, может, он ей не нравится просто. Вот это вот волосня на нем. Так, ладно. Она с шпателем? Стоп. Шпателем это сняла? Ну-ка. Так, ну просто убрали момент, когда она вот это вот все убрала. Ладно, да, так. Сколько там килограмм? Ну, там много килограмм. Там, у них буквально машины из шпаклевки состоят. Тут мятина была или что? Нет, тут просто зашкуренное место. Ну, то есть, в принципе, защиты никакой не имеет. Это там же ее, скорее всего, обезжирить еще как-то надо. Ну, я не уверен, я как бы не профессионал в покраске и в шпаклевке. Вот, но как будто машину еще обезжирить надо было сначала, чтобы вот эта шпаклевка, она просто не отвалилась оттуда в какой-то момент. И так сойдет. Поехали. Так.
Ну, тут она, короче, доводит до состояния отверстий в шпаклевке. Ручку тоже шлифанул, на всякий случай. Ручка, напоминаю, снимается тоже, но это... Ладно, ручки вопросов нет. Ручки довольно-таки долго снимать, потому что там обшивка снимается, нужно через внутрь залезть, открутить крепление вот этой ручки и просто ее снять. Ну, это занимает буквально минут 30, если там все откручивается внутри. Может и не откручиваться внутри. Но вот такую площадь, вот этой штукой такую площадь не отшкурить до идеального состояния. Тут нужен, ну, как минимум, такой брусочек сантиметров 15, наверное, 20, чтобы он был длинный и чтобы он равномерность придал. Ну, тут просто выпрямляется. Тут побольше шпаклевочки, потому что тут сломанный бампер. Вопросов нет. Если нету никаких тканей, там еще что-то, можно и шпаклевкой так сделать. Я не думаю, что она... Ну, хотя нет, она лопнет, наверное, когда куда-то дотронется. Ну, не знаю, мне кажется, можно было как-то поаккуратнее это сделать. Ну, типа, не просто килограмм шпаклевки сюда нанести, но, например, есть же ткани такие специальные, с- пружинки такие специальные, которые потом откусываешь и просто чуть-чуть там шпаклевки наносишь, чтобы этого было не видно. Вот этот элемент поворотника, давайте я не буду останавливать, потому что она бесконечно будет это шлифовать. Вот. Вот этот поворотник можно просто вот отсюда снять и шлифовать красиво, удобно будет. Вот так можно будет шлифовать. Не вот так по кругу, вокруг него, типа. И это все, типа, она выровняла. Не знаю, как будто покраска будет вообще идеальной. Да, чуть ускорим, потому что тут, ну, овер дохуя шпаклевки. Тут нереально просто. Ладно, тут вопросов нет, как бы. Ну, фару, кстати, тоже можно снять. Так, приблизили нам раковины, которые она шлифует, вот эти вот, которые не вышлифуются. Вот здесь вот стык, вот здесь раковины, вот здесь полкило шпаклевки еще надо снять, и оно не выровняется. Короче, это заняло недели две, наверное, вот эта вот шлифовка. Давайте чуть ускорим еще. Ну, здесь она просто матует. Вот царапины, кстати, от шпателя. Добро пожаловать. Зачем-то прям все матует жестко. Ну ладно. Справедливости ради, тут как бы когда краску, на которую будешь накладывать грунт, ее надо немножечко сделать ребристой, чтобы она приняла грунт. Потом это все шлифануть нужно будет. Так, я не совсем понимаю, как там с дверями обстоят дела. Почему здесь щель такая лютая? Вот тут вот можно было бы сделать просто, ну, до ровного, вот в длину вот так вот прям, ну, хотя бы грубой, чтобы выровнять основную амплитуду, а потом уже вот этой штукой довести там до мелких, чтобы было без мелких там, без крупных царапин, как бы мелкими, просто мелко этой шкуркой. Ладно, так.
Я, наверное, перемотаю еще и еще. Короче, она весь видос шлифует, да? Она будет крышу выпрямлять или нет? Шлифует и шлифует. Напоминаю, это Nissan Bluebird ARX был. Сейчас это восставший из глины Nissan Bluebird. Стоп, а что там за краска? Здесь скотч. Здесь лопнуты царапины. Тут разбито стекло вообще. Оно же не было разбито до того, как она ее шпателем фигачила. Может, и было, непонятно. Так, так, мы здесь все. И что с капотом? Вот это вот. Я думаю, у «Жигулей» зазоры маленькие. Ну, тут, видимо, тоже. Ну, так скажем, это был бы... О, а там, то есть, даже не это... Нормально не сделано. Так, она сейчас будет делать грунт, скорее всего. Я, наверное, вот перемотаю. Мне очень хочется посмотреть, что получится, потому что это ужас, мне кажется. Подождите, я не вижу, где она мотор собирает. Мотор нахрена снимали тогда? Ну ладно, может быть, так скажем, будет продолжение, скорее всего. Сейчас чисто покраска, а потом уже будет отдельное видео с... Почему до середины? А что за раковина? А намятину выпрямила, я пропустил этот момент. Вот это вот что за раковина? Вот это, вот это. Ладно. Так, это я уже видел, подожди. А что, зачем и как ты так сделал, что я сначала начал? Вот она красит. Так, немножко в ускоренном темпе. Белый цвет. Или она красит машину? Она без грунта? Да, она красит машину белой. Это же покраска. Ну нет. Вот посмотрите, как она водит. Она локально так водит. Вот это вот отсюда до сюда, отсюда до сюда. Здесь половинку, здесь четвертинку, здесь вот так посередине. Да там все вообще не сойдется. Там будет вот так вот вся краска вот так вот бегать. Ну, красит по всей детали вот так равномерно, потом в другую сторону. Вот. Вот как и здесь она делает. Она же здесь может почему-то покрасить целиком, а там нет. Так, ручки она, кстати, сделала, зафиксировала.
Зеркало тоже, наверное, заклеил. Так, так, ладно, давай чуть побыстрее. Вот видите, она всю деталь зацепляет, ну, цепляет. Вот так должна выглядеть покраска была, а не то, как она это сделала там на капоте или там на крыше. На крыше она тоже должна была вести целиком с начала до конца в обратную сторону, хотя бы с середины начиная. И также с середины начиная тоже по всему, то есть целиком охватывая вот эту вот часть детали, целиком. Здесь странно получилось. Ладно, мы посмотрим потом, как это получится. А, ну вот тут так и получилось, да? Вот здесь вот не доделано максимально. Тут вообще не нормально не зашпаклевано. Потом не выведено нормально. И она стерла просто до уровня, а ямки остались. И тут как бы... Вот здесь полоска. Ну, покраска мое почтение, конечно. Ну, как бы в сложных условиях вопросов нет. То, ну, когда у нее нету шлифовального станка, вот этого, ну, как это называется, которая шлифовальная машинки нет шлифовальной. Ну, когда такое я вижу, я не понимаю. Ну, типа, ты же могла вот здесь доделать, ну, время не ограничено, ну, там, за кадром хотя бы довести до дел. Почему здесь с середины? Что вот не так? Почему нельзя вот отсюда начать и сюда сделать? И вот так красить отсюда до сюда, отсюда до сюда, и вот так вот до конца, пока ты не дойдешь до... А здесь получается наложение краски. То есть здесь бугор будет какой-то лютый, который потом, он скорее всего, потечет еще, потому что друг на друга краску там попадает, и, короче, будет эффект наложения. Вот тут тоже посредине почему-то. Вот что, почему, что не так? Вот как, почему нельзя сделать целиком? Вот здесь вот не дошлифовано, здесь вообще не выведено, здесь не выведено. Блин, вот это видео как будто сделано на, вот, ну, покраска на отъебись просто, вот чтобы просто покрасить. Не чтобы выровнять вот это вот что такое, вот эта клякса здесь. Это же ужас. Ну, все, когда красится автомобиль, он делается, это делается для красоты, чтобы тебе было не стыдно ехать на этой машине. Ну, будучи я владельцем этой машины, мне было бы стыдно. То, что у меня из-под краски вот здесь вообще капец. Ну вот, и там дальше не стали снимать, потому что это ужас. Вот здесь жёлоб. Надо было шлифануть нормально, руками. Тут вот это шлифовальным станком, ну, машинкой вот этой шлифовальной, не возьмешь. Здесь делается все руками, вручную. Тонкой планочкой вот так проходится, равняется, все выглаживается до уровня. Без планочки потом проходится, чтобы это округлилось. То есть глиняная маска, к сожалению, не помогла этой машине. Скорее всего, до... Что это был такой?
Показалось мне? А, нет, бабочка пролетела, прикольно. Скорее всего, до того, как ее шпателем изнасиловали, когда глину снимали. Ну, я про машину. Машину изнасиловали шпателем. Вот здесь вот я прям вижу отсюда изъян прям жесткий. Вот переход со шпаклевки на краску на обычную дверь. Ну, не было сведено это шпаклевкой. Тогда зачем эта покраска, если сведено не было шпаклевкой? Почему не было грунта? По грунту было бы понятно, где ну, изъянчик вот этот вот. Давайте уже докрасим. Бампер супер-мега кривой. Ну, ладно, ладно. Бампер там, он и так был не очень выглядел, так скажем. И здесь я еще не буду придираться, потому что, ну, бампер сломанный, бампер чинить не каждый умеет. То, как вывела она, еще более-менее, несмотря на то, что здесь все криво, вот так вот, косо, но в целом выглядит неплохо. Даже с учетом кривости и косости. Может быть, это даже шарма какого-то добавляет. А, нет, вот она ее красит. Она ее в синий красит, что ли, в голубой? Так а зачем белый тогда надо было? Ну, грунт наносится для того, чтобы понять, точно ли все выведено. Перед покраской, чтобы краска легла лучше. Чтобы поверхность, где не было шпаклевки и где была шпаклевка, не были видны как переход. То есть это все грунтуется, видятся изъяны, опять шпаклевкой это все замазывается, и последняя часть грунтуется для того, чтобы однородность машины была полностью. То есть грунтуется, шлифуется до... Ну, не сошлифовывается грунт, а просто полируется грунт для того, чтобы выровнять поверхность для покраски. А потом уже красится. А тут непонятно, для чего грунтовалась она. Ну, я лично не понимаю. Я так понял, что это не белая краска, а грунт. Потому что красит она в синий. Как-то локально красит синий. Так, она обратно приклеивает новые буквы. Так. А машину-то она будет докрашивать синий? Или она специально покрасила синий, чтобы потом перекрасить белый обратно? Чтобы этого не было видно. Поэтому она вот поставила линию, чтобы... Ага. Короче, как-то... Ну, отклей нормально приклеить. Это тут... Что тут? Одна буква всего. Ну, вместе с краской, наверное, это все отклеится. Вот здесь порог мятый. Ну, это ладно, это херня. Порог мятый, ничего страшного. Там особо не заметно. Но вот заметно то, что не выведена краска. Не выведена сторона. Вот есть мятина, здесь мятина, там мятина. Так, ладно, хорошо. Допустим, она покрасила странным образом. Так, она полоски делает, да? Криво. Ровно. Сначала криво, а потом ровно. То есть она покрасила в синий цвет, чтобы потом перекрасить это в белый. Правильно я понимаю? Так, две полоски она делает. Ну, так, видимо, задумано. То есть она подкрасила... Как интересно. Так, здесь тоже, видимо, какая-то задумка. Мы сейчас это увидим. Давайте посмотрим побыстрее. Так, то есть она сделала трафарет. И теперь можно будет красить
В белый. Мгм. То есть она покрасила сначала в белый все. Так, стоп. Объясните мне, как это произошло. То есть она взяла, покрасила все в белый, потом ну, а почему? Хорошо, хорошо. То есть грунта тут не было. Это была краска белая. То есть она, получается, сначала покрасила все в белый, потом локально покрасила в синий, там, где ей надо было расставить трафарет. Она расставила трафарет, все приклеила, и теперь обратно красит в белый. Потом она снимет трафарет, и будет часть синяя, часть белая. Но почему вот эту вот часть локальную нельзя сделать было синим сразу, подождать, пока высохнет, наклеить трафарет, вот это вот полоски вот эти, и потом все просто покрасить в белый. Она сделала двойную работу. Ладно, может, по кайфу, конечно. Ну, как будто это называется мартышкин труд, когда ты делаешь двойную, тройную работу. Может быть, она... Да нет, но все равно какая разница? Она могла бы два борта покрасить синий, капот в синий, вот эту вот часть, которую она заклеила по итогу. Она закрашивает буквы в белый, потом буквы отклеит. И там получится такая вот, то, о чем я говорил, бортик, который нужно будет слегка шлифануть, а потом просто взять и лаком покрыть. Вот вместо того, чтобы красить белый, ей изначально надо было вот так вот покрасить в синий. Ладно, давайте, пускай она красит уже. Тут уже больше часа я тут распинаюсь над тем, ну, как будто такие очевидные вещи, когда... Ну, то есть она покрасила белой краски, она потратила белой краски ровно вот на этот вот кусок в 2 раза больше. Может быть, она так и была задумана, чтобы типа слои краски просто увеличить. Так, отклеиваем, хорошо. Опа. А со стеклом-то что? Ну, может быть, в дальнейшем нам покажет, как стекло восстанавливается, потому что, ну, так не должно... Ой, так, нормально, 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 так. Вот тут вот краска оторвалась чуть-чуть. Смятина так видно. Ладно. Ну здесь не принципиально, как она это наклеила, потому что она все отклеит, у нее будет. Но здесь она молодец, конечно, хорошо сделала. Но вот здесь вот она не вывела ничего. И у нее полоска вот эта кривая получается. Мы вернулись к истокам бытия. Раньше вот так вот в деревнях машины красили. Я имею в виду а, качество по итогу покраса. Так, аккуратненько снимает. Молодец. Так, смотрим, что получилось. Здесь вот уголок не прокрашен. Здесь борт синий с белыми двумя полосками. Нет, даже нет. Все правильно, все правильно. Она же потом красила это в белый. Так.
Есть подозрение, что она рановато, если честно, приклеивала скотч, потому что на свежую краску у нее отклеилась краска. Белые полоски какие-то, вот это вот всё. Вот здесь что-то непонятное, то ли клей остался, то ли скотч. Вот тут вот она не проклеила, и у нее прокрасилось. Хм. Ладно, давайте еще чё-нибудь найдем интересное. Двигатель, наверно, будет уже в следующей серии. Я, наверно, отдельно сниму про двигатель. Мне интересно, как вообще в целом выглядел. Так. То есть она соберет салон сюда обратно. Давайте посмотрим, чё она тут. Ага. Тут всё на болтиках, кстати, стоит. Тут коробка автомат. Так. Мгм. Нашла положение. Ну, тут болтиков не хватает. Госпожа, вот здесь вам болтик нужен срочно. Есть? Все, есть болтики. Отлично. Вот мне было интересно, видимо, болтики-то изначально отсюда как бы, потому что, ну, так, все сошлось, видите, все стык в стык. Вот здесь еще, по-моему, болта не хватает. Так, бам-бам, все на месте. Немножечко вот прям торчит, но это сейчас, скорее всего, болтиками все-таки прижмется. Изначально, кстати, болтиками здесь, ну, все было гуд. Вот, хорошо. Бардачок, двери, там, так, сиденья, какие-то другие сиденья. Или это чехлы, ну, снятые чехлы просто. Так, отлично. А чё, подождите, а там же мятая была крыша, или мне кажется? Да не, мне кажется, наверное, не мятая была. Она стекольный клей. Она делает это стекольным клеем, но почему-то очень тонко. Очень тонко. Оргстекло? Или это стекло? Это было оргстекло? Пойдет, пойдет. Стекло нормальная тема. Так. Это у нас мигалки. Так. Я надеюсь, это не в крыше. Ну, это же не в крыше, да, мне кажется это. Ну, хотя бы кровельными саморезами, что ли, она бы это делала. Ну, то есть любой дождь, у нее протекает крыша. Отлично. Минус краска там. Нормально, нормально. Любой дождь и дождь в салоне. Потому что отверстия не предназначены вот эти вот для... ну там вообще оно еще и провернулось там. Ну, то есть это держаться не будет просто. Это вот она сейчас воткнет, оно сдуется ветром. Так, так. Не закручивается, потому что
Там ленивый ключ, и она его держит пальцами, чтобы он не прокручивался просто так. С одной стороны понятно, а с другой как? Но она же не просверлит дырку. Подготовленный, так. Всегда проверяйте динамиком колеса вот после такого шуруповерта. Потому что колеса, возможно, у вас не закручены просто нормально. Так, она снимает эти подставки. И что же мы видим? Так, дверь не закрывается. Ну, стекло хоть не разбилось, уже хорошо. Ну, я надеюсь, это нереально полицейским это сделано, потому что я сочувствую полицейским просто в этой ситуации. Эти моргают, все, есть, да. Ну, технически просто машина, ну, на заднем дворе пойдет. Ну, как клумбу использовать, ну, не знаю. Ну, фары типа все горят, все нормально. Ну, это мы, видимо, в какой-то другой серии будем смотреть, как мотор собирают. Вот. Тут что у нас остается? Она будет на ней ездить, но мы пока не будем это смотреть. Это мы будем смотреть в следующей серии, которая выйдет, скорее всего, во вторник. Эта серия, этот ролик выйдет в пятницу, а следующий выйдет ну, продолжение. Продолжение будет, мы его заснимем, посмотрим, как собирается двигатель и что с ним. Может быть, и с ним все в порядке, и машина поедет. Ну, как покрашено, насколько все с такими вон нюансами, зазорами, ну, как будто можно было лучше сделать. Потратить больше времени, потратить больше шпаклевки, потратить чуть-чуть больше грунта. Ну, в принципе, грунт потратить, чтобы выявить причину, ну, расхождения в расстоянии и так далее. То есть можно все сделать, раз и даже оборудование достаточно, ну, неплохое. Спасибо всем за просмотр. Ждем следующий видос, посмотрим, как это поедет, и тогда будем уже делать заключение. Сейчас спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. А, Как вам глиняная Nissan Bluebird ARX? Всем пока.